Всем привет! Недавно купил вот такое интересное литье. В этом ролике я расскажу вам одну неприятную историю, связанную с покупкой этих дисков. А также вы увидите процесс их восстановления и как они будут смотреться на девятке. Сегодня хочу рассказать вам историю про эти диски, точнее даже не про сами диски, а про людей. Диски ушатанные конкретно, особенно один, там есть трещина. Когда я эти диски брал, трещину реально не заметил, она была нормально замазана. Конечно, вы можете сказать, что нужно было проверять эти диски, нужно было сводить их на шиномонтаж и прокатать. Совершенно верно, это было бы правильно. Но в спешке я этого не сделал. Как бы все было построено на доверии к человеку. Заплатила ему денежку, получается за одно колесо рубль. 4 рубля получается за весь комплект. Плюс он мне отдал новую покрышку. Тот диск, что был сильно погнут, я это видел прекрасно. Рассчитывал на то, что в будущем его просто прокатаю и все. Приехав на шиномонтаж, начинаю очищать досконально диски. Зачищаю это место, вижу, что там трещина. Естественно, что проблема увеличивается. Те диски тоже 3 не идеальные, поэтому, значит, у меня возникает такое решение. Позвонить человеку и сказать, что, дружок, давай я тебе их верну, а ты мне вернешь деньги, правильно? Правильно. Как вообще в этой ситуации должен повести себя порядочный человек, скажите мне, пожалуйста. Правильно, он должен забрать свой товар, плюс он об этом знал 100%, говорит мне, я не знал и все такое. Деньги он вернуть должен, правильно? Свой товар вот этот вот убитый должен забрать, верно? Верно. Возможно, в чем-либо я и не прав. Диски я видел, деньги отдал собственноручно. Но правильно ли вообще поступок человека? Напишите свою точку зрения в комментариях, как вы считаете, верно ли он поступил. Продолжу рассказывать историю. Значит, получается, выясняю, что диски не очень. Звоню человеку, говорю, такие дела, диски нужно тебе вернуть. Естественно, в ответ получаю, что да-да-да, все верну, только денег уже нет, естественно. Так скажем, банальная история. В общем, я понаседал чуть-чуть, договорились, что деньги мне вернет. Правильно? Мужское слово. И тут я решаю, ладно, хрен с ним, раскатаю, сделаю эти диски. Альтернативный вариант ему предлагаю. Он мне возвращает 2000 рублей, то есть, по сути, было бы нормальная цена этим дискам 2000 рублей. Предлагаю ему этот вариант, он в принципе соглашается, говорит, что до вечера деньги найдет, отдаст. Естественно, разборок никаких я устраивать не стал, думаю, хорошо, пусть будет так. На этом мы и сошлись Мужское слово, еще раз повторюсь. Просто запомните, человек, мужчина, сказал, что сделает. Правильно? Здесь я думаю, что все будут согласны, если мужчина сказал, он должен сделать. Неважно, какая ситуация, что ситуация, должен. Естественно, отзваниваясь ему вечером, я понимаю, что человек просто шифруется, не берет трубку. Бесполезно ему звонить. И тут я понимаю, что, естественно, он слился. Вот вам и мужчина, да? Мужское слово. Еще не конец истории, значит, вечером я все-таки дозваниваюсь, берет трубку его жена, как он ее представлял, его жена, девушка, я не знаю, она же выкладывала, кстати, объявление. Некоторый разговор, особенно с его женой, я записал, там очень интересный и веселый разговор, просто цирк, Да я вам скажу, колеса новые, они не откатанные, их надо обкатать. В общем, я понимаю, что разговариваю с женщиной, полностью пьяной. Там же на заднем фоне и, походу, этот малый тоже пьяный. Они пьяные, вообще не отдают себе отчет ни в чем. В общем, деньги они эти пробухали, грубо говоря. Пробухали. В общем, скриншот этого объявления можете увидеть сейчас на экране. Вот именно этот человек выкладывал объявление о продаже дисков. К чему вообще я это все говорю? Да потому что люди просто что не сделали? Они кинули человека на бабки, грубо говоря. Просто загнали какую-то фигню. То есть получается, что они кинули человека ради того, что набухаться на эти деньги. Просто у меня нет слов. Неужели настолько все плохо в этом мире, что так нужно поступать, скажите мне. В общем, я хотел поделиться с вами историей о гнилых людях, гнилых до денег. Как бы это ни звучало, буквально. Гнилых до денег. Им неизвестно, что такое слово «мужчина». Им неизвестно, что такое человечность. И таких людей огромное множество. У них просто очень низкая социальная ответственность. Очень низкая. Ладно, я заканчиваю уже с этой историей. В общем, продолжим делать диски. Я их буду ремонтировать, я их восстановлю. В принципе, единственное, что я потеряю, это деньги. И помните, к людям надо относиться так же, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. И тогда все будет хорошо.
Итак, ребят, рассказываю, что было сделано по дискам. Значит, во-первых, диски были исправлены. Тот, что самый пострадавший, был тоже исправлен. Также был заварен. Здесь можно найти следы сварки. Сейчас их никак не скроешь. Конечно же, здесь сейчас очень тонкий алюминиевый слой. Возможно, не стоило здесь убирать сварочный шов. Но будем надеяться, что не отвалится. Также диски были отбалансированы хорошо. Из некоторых дисков достали камеры. На самый пострадавший диск была поставлена другая камера. В принципе, здесь теперь без камеры лучше не ездить, я так полагаю, потому что здесь все равно теперь не все идеально. Также их немножечко отполировал. В любом случае, эти диски все равно идеальными не станут. Также одна из покрышек оказалась плохой. Здесь были внутри надрезы, порванная резина. В общем, здесь тоже стоит латка. Обошлась мне эта вся работа еще в 4 рубля. Итого диски встали в 8 рублей. Спасибо тем людям, которые мне их продали, я сказать не могу. Лишь потому, что я не рассчитывал на такие траты, а потратился действительно достаточно нормально. И при этом всем все равно эти диски как новые уже не будут. Особенно тот, который сильно поврежден. Вся эта работа могла мне обойтись гораздо дороже, если бы я не нашел человека, который сделает это качественно, старательно, плюс по хорошей цене. Да и вообще возьмется за эту работу, потому что не в каждом шиномонтаже берутся за раскатку и сварку таких дисков. Спасибо большое Артему из шиномонтажа номер 1 города Курска, который находится на проспекте Анатолия Дереглазова, напротив дома 13В. По любым работам с колесами буду ездить только к нему. Всем рекомендую. И напоследок хочу сказать, ребята, никогда не продавайте всякое дерьмо. Этим дискам уже пора было на помойку. Но уж если вы их продаете, то говорите честно о том, какие они есть, какое их состояние. Хорошо, что они достались мне, я смог их восстановить, так скажем, безболезненно. Представьте, если бы диск купила какая-нибудь девушка. Или же какой-нибудь парень, у которого огромная семья, ее надо кормить. А у него нет просто денег на восстановление. Просто бы лежали бы и пылились диски. Нельзя так поступать с людьми. Просто это, я не знаю, это надо выучить каждому. Тогда мы станем жить лучше. Я не думаю, что это наивные мысли, на самом деле это так. В общем, на этом закончу ролик. Всем спасибо за внимание, всем доброго здоровья и побольше вам хороших людей на вашем пути.